Любителям Макимы привет, остальным мой Рутуб, где вышло видео по бензопиле. Всем срочно смотреть, это бесплатно, шикарно и даже приятно. Ссылка в описании. Ведь Макима вся такая добрая, милая, симпатичная, красивая, хорошенькая, обаятельная, очаровательная, привлекательная, прелестная, чудесная, прекрасная, неотразимая, элегантная, утонченная, изящная, яркая, эффектная, шикарная, безупречная, совершенная. Простите, необходимо было повыеживаться своим крутым видео по ссылке в описании. А теперь поехали! Из старого, если вдруг забыли, в центре событий школа с какими-то мемами и схемами, оценками в виде денег и странной системой по перетасовке классов с привилегиями, зависящими от рейтинговой системы. И вот как раз закончился первый летний экзамен на острове, в котором чудесным чудом победили бедолаги из класса D. Впрочем, опять же, если вдруг не помните, не знаете, виноват во всем вот этот горемышник Йотака Эйнакоджи. Это он здесь главный интроверт, шлепа, сверхразум, 1000 интеллекта, все подстроил, а выставил так, будто бы и не при делах. Причина простая, но непонятная. Какие-то там разногласия с отцом. Ну и ладно, куда важнее, пока ребятки плескались в бассейне и доиграли во всякий спорт, громкоговоритель объявил о следующих тестах, ради которых всем как раз разосланы сообщения на телефоны с дальнейшими указаниями. Требуется явиться в конкретную каюту к назначенному времени, а там, что вы думали, уже сидит учитель и еще пара одноклассников. Осталось только дождаться последнюю. И вот уже когда она пришла, можно наконец начинать душить информацией. Если коротко, в этот раз экзамен проходит не класс целиком, а 8 отдельных групп, в каждой из которых есть ученики из А, Б, С и Д. А задача будет в том, чтобы определить, кого злосчастный рандом определил в ранг избранного. Если никто не отгадает, везунчик принесет классу много баллов. Если кто-то угадает, принесет классу много баллов. Ну и соответственно там все прям очень хитро, умно, сложно, интеллектуально, одним словом кринж. Но раз это экзамен, хочешь не хочешь, придется участвовать. Попутно обговорив с подругой на Сузуне Харикити ее дальнейшие планы. Спойлер, планов никто не узнает, ни я, ни вы. Потому что откуда ни возьмись, появился староста Церюен. Ему, понимаете ли, интересно, как так вышло, что больная горемычная смогла провернуть такие сложные умозаключения во время островных приколов. Конечно, ответов не будет, и додуматься тоже никто ни до чего не додумается. Ведь, ну вы посмотрите, рядом точно 100% сидит туполох, не вызывающий никаких подозрений и явно не способный думать. Да. Между тем, ура, собрание группы, чтобы вы знали, Чиноса из Б решила пойти по простому пути, выбрав ту ветку событий, в которой все получат плюс-минус равное количество баллов. Отчего, конечно, С и Д явно будут в выигрыше, но так хотя бы А не вырвется еще дальше от догоняющих их Б. Понятное дело, что самим представителям А такое невыгодно, потому они будут тупо молчать. Вариант отличный, рабочий, полностью поддерживаю. Там еще кто-то как-то где-то мучил расспросами какую-то особу по части ее причастности к каким-то происшествиям, но, к счастью, рядом оказался помощничек. Помог, поздравим, или, простите, не поздравим, бедняга потом ни с того ни с сего расплакалась в душе. Если знаете почему, пишите в комментарии на Рутубе. Из нового Рюен предложил Харикити сотрудничать. Он, представляете, собрал со всех одноклассников телефоны, чтобы лично проверить, кому пришло сообщение с пометкой того, что он избранный. Но после, узнав, кого руководство школы выбрало в классах Б и С, можно будет сделать какие-нибудь выводы в целом по механике работы экзамена. А там и до победы с тотальным разгромом А недалеко. Правда, горемычная от заманчивого предложения отказалась, ей такое не нужно и не интересно. За то, что интересно, Кикё якобы случайно обняла Эйнакоджи, но это та самая, которая типа хорошая, добрая, но на практике злая злодейка. Еще, кстати, как оказалось, Куроизава все это время лишь делала вид, что у нее есть парень. А на самом деле таким образом всего-то хотела поднять свой статус в обществе. Но раз ГГ теперь об этом знает, разговор подслушал, значит можно рассказать и о том, что бедолагу то и дело по поводу и без гнобили в младшей школе. Вот. Что до собраний? Ничего. Диалоги ведутся, беседы идут, как найти вычислить избранного в группе никто так и не понял, не знает. Потому что откуда бы они узнали, если в их этой модной мафии никто из участников не выбывает и, соответственно, ни на кого никаких подозрений не составить. Но вы не думайте, самая шиза еще впереди. Вон Куроизаву опять зажали в угол, потому что она плохая, кому-то там дорогу перешла. Вообще, какое вообще право имеет иметь права? Спросите, почему пятиглазый с горемычным тупо смотрят и ничего не делают? Так вот и я не знаю, никто не знает. То есть, простите, извините, вот же Юкимура прогнала обидчиц. Только спасенная особа вообще не рада и вообще помогать ей не просила. Проще говоря, нужно было продолжать ничего не делать и тупо смотреть. Ну то есть так и решил поступить. Дождался, пока бедолага попадет в ловушку, заснял все доказательства и после прямо так в лицо говорит Куроизаве, мол, все, приехали, бежать больше некуда. Теперь она всем ему должна и обязана, причем, что вы думали, никакого сопротивления и слова против не последовало. Значит, пора приводить план действия, перед тем еще, конечно, прикупив что-то учителя на последние баллы, но об этом позже. А пока, доброе утро. Собрание еще не началось, потому самое время поговорить о прошлом и будущем. Если по делу Ичиносы так же, как горемычный хочет в класс А только сами они в разных, и значит мечта исполнится только у одного. По крайней мере, если кто-то, например, сама математичка, не посчитает, не накопит много баллов для перехода вне правил и регламентов. Но там, сами знаете, Эйнакоджи тоже еще с тех самых старых пор знает, что подруга уже скопила
накопила приличную сумму. Но что важнее, последнее собрание группы. Слово за слово, мало-помалу получилось как-то так, что все сошлись на надобности победить по механике первого варианта, когда все получат очки, узнав, кто избраны. Для чего каждый должен честно показать свой телефон. Ну и что вы думали, Юкимура оказался получателем письма счастья? Только представляете, Ичиноса тут же взяла и позвонила на телефон. Правда, очевидно, номера Пятиглазого она не знала, а вот номер ГГ еще когда. Проще говоря, ложь вскрылась, все пошли печатать записки руководству школы о том, какие они молодцы, вычислили мафию, дайте баллов, пожалуйста. А если серьезно, несложно догадаться, что и это был хитро спланированный фарс, потому что телефон раньше был собственностью Куруизавы, а сим-карту удалось поменять как раз потому, что Киотака прикупил полезную опцию учителя. Но тут вы не поверите, беда! Победил в конце концов класс С. Как так вышло, никто не знает. Зато вот Рюин довольный, всех переиграл, уничтожил, и вообще он же предлагал сотрудничество. Но все отказались, а посему сами виноваты. Неудачники. Из неважного, у каждой группы еще было название в соответствии с планетой Солнечной системы. И вот в зависимости от удаленности планеты от Солнца, группе присваивался номер, по которому можно было определить избранного, если расставить фамилии всех в алфавитном порядке. Кто-то скажет шиза, а вот Рюин, поняв в чем дело, запросто привел класс к победе, хоть и получил не максимальное количество очков. Отсюда выводы. Во-первых, в классе С есть противник старосты, во-вторых, испытания, которые никак не пройти в одиночку, однозначно будут и в дальнейшем. Все. Из важного. Скоро спортивный фестиваль, участвуют все, а класс Д так вообще попался в одну команду. Потому что вот да, в спорте будут участвовать вообще все, в том числе ученики постарше. Но есть один нюанс. Помимо плюс очков победителям, проигравшим дадут штрафы, в будущем влияющие на итоговые экзамены. Короче говоря, участвовать нужно тем, кто прям на спорте. Длиннее говоря, других тоже можно поставить на состязание, чтобы увеличить шансы тех, у кого они и так высоки. Но представляете, Куруизаве чем-то не нравится вариант Сузуне. Значит, будет какая-то демагогия и бесперспективные дебаты между двумя особами. Очевидно, вариант бедолаги одноклассникам нравится больше, ведь слабых много, сильных мало, из чего бы большинство должно было страдать и терять потенциальные очки, еще и уводя самих себя в минус. Ладно, простите, кто-то точно врет. А вон, ребятки провели голосование, по итогу горемычно поддержали 10 челов, а бедолагу всего 8. Остальные же воздержались. Вывод: все играют по механике спортивного спорта с приоритетом на самых сильных, мощных и победных. Правда, здесь все равно нужно еще кое-что прояснить. На самом-то деле Куруизава сама была согласна с Харикитой. Просто Киотака в срочном сообщении потребовал разыграть вот такую клоунаду. Объяснений почему и зачем не будет, все равно у ГГ никаких доказательств того, что он крутой, нет. А на слова явно верить не стоит. Тем не менее, нужно знать то, что благодаря подготовленной почве на самих соревнованиях в Д однозначно появится предатель, который будет сливать информацию соперникам. Подтверждений, конечно же, опять и снова не будет. Ну или да, но немного позже. Что до тренировок и подготовок, так я бы все скипнул, но такое дело, что нужно показать, какой все-таки горемычный сильный и мощный. Он на ньютонах выдал целых 60. Тогда как средний результат вообще-то 40, и ему подсказали далекое от действительности число. Если что, я на Коджи мог и больше сотни выдать. А еще, видите ли, Сузуна думает, мол, она такая быстрая, и в совместной пробежке все должны подстраиваться под нее. Но как же хорошо, что ГГ бегает еще быстрее. Вот уже теория с возможностью подстроиться под быстрого разрушена. Поэтому, что правда, то правда, нужно уметь искать компромиссы. Плюс нужно завтра сходить куда-то там к другой команде. Причем стоит взять с собой Кикё. Ведь представляете, предателем на мафиозном экзамене была именно она. Если честно, все так и есть, все правда. Доказательств, как обычно, не будет, не просите. Куда важнее то, как я скипнул почти все активности, потому что по очевидным причинам горемычные всем, во всем, везде проигрывают. Оно и ясно. Рюин, зная, кто в какую дисциплину попадает, выставил слабых против сильных, а сильных против слабых, чтобы взять свою долю все возможных очков. И тут, значит, Куруизава спрашивает ГГ, мол, а как же так, а в чем же был план, если все проигрывают? А Киотака, значит, и отвечает, мол, все идет по плану, и класс как раз должен проиграть, получив взамен кое-что более важное. Как, к примеру, поврежденная подставным столкновением нога Сузуне, или разозлившийся, разгоняющийся спортсмен Насуда, которого никто не слушает, несмотря на то, что он вот такой мощный атлет, а остальные даже не котлеты. Как понимаете, как раз сложив эти 2 плюс 2, прямо сейчас Харикита может заполучить не самого умного, вполне управляемого союзника. Жаль только горемычная шла и не дошла. Повелась, понимаете ли, на провокацию гнилой Кикё. На практике же в медпункте оказалась не только та самая столкнувшаяся в бегах пострадавшая, а еще и Рюин. Требует за молчание много денег, примерно 1 миллион. А иначе все узнают, какая Сузуне тварь. Ну и что вы думали? Она сначала отказалась, а потом было хотела согласиться, а уже все, корабли уплыли, поезда уехали, птицы улетели, теперь денег нужно больше. Еще и придется на коленях умолять о пощаде. Но ничего, так и быть, с барского плеча дается временно подумать до конца соревнований. К слову, если знали, у горемычной есть брат, который президент студсовета из А-класса, на которого она равняется, а значит заряд сил имеется, плюс мотивация тоже. А там и до превозмогания недалеко. Собственно, вот и оно. Точнее она, ну в смысле вот она, Харикита, пришла поговорить с Суда обо всем плохом, хорошем, отрицательном и положительном. Только вот спорт, чтобы думали, даже слушать всякие там выводы, доводы, предположения не хочет и делать одолжение никому не собирается. Если ошизел, значит ошизел.
ответил, и точка, не будет никаких забегов. Все. Что до предательницы на Кикю, так это действительно, если вы еще не поняли, чистая правда. Причем Горемычная даже ничего поделать не может, ведь знаете, помните, еще давным-давно Шизика схватила руку ГГ и оставила на своей форме отпечатки, чтобы в будущем когда-нибудь воспользоваться ими в качестве компрометирующих доказательств. А цель у твари простая и понятная: добиться отчисления Горемычной, когда-то давно в средней школе перешедшей завистнице дорогу, но об этом, простите, позже. А пока самое время понять, принять, обработать и решиться на преодоление всех бед, несчастья и проблем. Короче говоря, Суда грустную печальную историю про старшего брата Сузана выслушал, принял близко к сердцу и все-таки будет бороться до последнего. Замены в бегах тоже бывают, тоже нужны, так что вместо Горемычной бежит Гниль, а вместо статисты Горемычный. Сам забег я с радостью скипну. Ничего интересного, кроме показательного соревнования между Янакоджи и Пятиглазым студсоветным братом той самой сестры не было. Но даже так класс D все равно проиграл под конец гонки, печалиться не стоит, но вообще у всех минус баллы. И насчет вот тех терок с Рюином тоже забудьте, попытка Харикиты скомпрометировать поганый диалог на диктофон провалилась, потому что Шиз тоже, представьте, знает о такой функции телефона. Но все же расстраиваться действительно не стоит, ведь ГГ все равно каким-то чудесным образом все уже давно предугадал, и вот в С-классе тоже был предатель, и там, значит, есть записи еще более старые и страшные. Жаль, Рюин до сих пор не выкупил, кто дергает за ниточки из-за кулис. И снова, скоро еще один уже который очень важный экзамен со сложными премудростями. Решать задачки ребятам предстоит в парах, которые как-то распределяются по итогам скорой контрольной. Плюс вопросы будут придумывать сами ученики. Проще говоря, все очень просто, осталось только собраться со всеми и обсудить дальнейшие планы. К несчастью, Кикио тоже увязалась за компанию. К счастью, Горемычные догоняют остальных, а сами пока побеседуют о том, как хорошо, что вовремя случилось спасение, и как плохо, что Гниль на предательнице до сих пор в классе, ведь тогда в средней школе о ней как раз ходили негативные слухи. Мол, по вине Шизики распался целый класс аккурат перед выпускным. Все друг друга поделили ни с того ни с сего, а сухой из воды вышла только Кикио. Вот. Из важного Рюин нашел предательниц в своем классе. Ими оказались те самые особые, негатив которых успешно засняла Янакоджи. Вывод прост и очевиден. Кукловод либо пострадавшая Кураизава, либо главный герой. Правда, Рюин, понимаете, тупой, поэтому думает, что ГГ тупой. И все, ну точно не может быть настолько просто. Между тем, сложное уже позади. Сузана план разработала, в действие привела и по парам всех поставила прям как надо. Если вдруг вам интересно, контрольная нужна была, чтобы усреднить результаты в парах к моменту главного теста. То есть, средний балл попал к среднему, а отличники к бездарям. Повезло. Но все равно кое-где у всех есть проблемы в знаниях, а кто-то так вообще попал в пару с буквально одинаковыми ошибками. Потому нужно сформировать несколько групп для подготовки и учиться еще раз, да, учиться. Из того, что я скипнул, у ГГ появилась поклонница, которая было дело, даже почти предложила ему встречаться. Но ребятки так и быть начали тупо с дружбы. Только на том, видимо, и закончит, ведь никуда Янакоджи после библиотеки с новой подругой идти не собирается. У него еще есть дела. Заключается задача в том, чтобы окончательно, точно и бесповоротно поставить точку в вопросе с Гнилью на Кикё. Там, представляете, Сузана сама лично решила, поняла и предложила компромисс. Грядущий экзамен решит вообще все. Кто наберет меньше баллов по конкретному предмету, проиграет. Причем Гниль сама вправе выбрать область. Соответственно, если проиграет Горемычная, она лично заберет документы из школы, отчислится, а если тварь, придется Шизике раз и навсегда остановить свои неадекватные нападки. Про предательство и контакты с другим классом, откуда можно получить ответы, раз задачи классы готовят друг другу, конечно, никто не вспомнит. Что важнее, гарант сделки — Пятиглазый, уже бывший президент студсовета Манабу, тот самый брат Харикиты. Но есть еще один свидетель, с которым, собственно, самое время поговорить. Причем, понимаете ли, ГГ готов поставить и свои документы на кон. Только в том случае, если Кикё расскажет правду о средней школе, ведь она и так действует с учетом того, что Сузана якобы все знает, а значит, ее нужно убрать, хотя, вы сами знаете, Горемычная ничего не знает, и я не знаю, и никто не знает, но зато сейчас узнаем. Значит, дело такое. Еще с самого детства Гнили нравилось, что ее все хвалят и благодарят за успешные успехи. Но как только она пришла в школу, оказалось, соревноваться с такими же мощными челами не так-то просто. Потому, чтобы хоть как-то потешить свое эго, Кикё решила стать доброй, положительной и наладить контакт со всеми одноклассниками, чтобы они сокровенно делились, секреты рассказывали, о помощи просили и так далее. К несчастью, оказалось, нести такой груз ответственности вообще непросто и даже морально тяжело. К счастью, нашлась отдушина в виде личного блога со всякими гадостями про недрузей. А там, как понимаете, недалеко было и до того, чтобы виновники буков нашли про себя неприятности в интернетах. И все бы могло негативно закончиться для самой твари, только так вышло, что раз терять было нечего, она взяла да и навалила еще с 3 короба кринжа, которого знала. Ну и в итоге вы уже знаете, все друг друга поделили. Конец. Ладно, вот вам продолжение. Кикё как раз пришла за ответами к задачам, а взамен предлагает какой-то ну точно 100% вариант, как С-классу победить. А еще Рюин вроде бы придумал какой-то козырь против закулисного серого кардинала, с чем мы, в общем-то, поздравляем. Из неважного вокруг ГГ образовалась целая группа поддержки, они даже сходят в кино. Возможно, даже в честь дня рождения Янакоджи. Что до задач, шпаргалок и ответов, так случился фатальный провал со стороны Гнили. Потому что, несмотря на выданные учителю неверные задачи, и несмотря на сделку с Рюином, на практике в тестах оказались вообще неожиданные, неожидаемые
самые вещи. Оно и ясно, кринжовник из С заранее знал о том, что Сузаной переиграл соперницу, сдав правдивые варианты задач от класса D еще в первый день. Претензий быть не должно, потому что, очевидно, ребятки оба друг друга использовали. Просто-напросто кто-то оказался умнее. А насчет самого умного, так ему еще предстоит раз на раз сойти со всеми противниками, недругами и недоброжелателями. Но до того, как это случится, нужен анекдот. Однажды Аристофан задался вопросом, почему утка плавает? И пошел, значит, к Архимеду искать ответ. Но Архимед задумался, подумал и отвечает. Дело, друг мой, в том, что тело утки покрыто плотными водонепроницаемыми перьями, а под перьями растет толстый слой пуха, что и создает эффект подушки, благодаря которой птица и плавает. Аристофан посмотрел так подозрительно на собеседника и отвечает: ну ты и тупой, даже я знаю, что птицы не плавают, а летают, схожу лучше к Геродоту, он и то умней. А ты сходи лучше говна поешь, дурак ты, а не физик, вот ты кто. Из фатально-критически категорически важного, то, что класс С начал следить за всеми учениками Д, это забудьте, это вообще никому не интересно. Главное то, что в школу пожаловал отец Киётаки. Представляете, говорит, мол, хочет, чтобы сын забрал документы, ведь по вине молодого уже откис садовник, который когда-то было дело рассказал Горемычному про модную школу, а после был уволен и вот неделю-другую назад взял, да и того пересчитался. Только самому ГГ от этого, видите ли, ни горячо, ни холодно, а вообще плевать. Никакие документы он не подпишет и смешную школу обратно в белую комнату с экспериментами не уйдет. Причем, представляете, директор, дочь которого, к слову, староста А, тоже полностью всецело поддерживает неприкосновенность учеников и никуда ГГ отчислять и отпускать не планирует. И здесь ну точно никак не играет роль какие-нибудь старые незакрытые разногласия тех пор, когда Пятиглаз работал на Янакоджи старшего. Впрочем, есть нечто куда интереснее. В разговоре с дедом выяснилось, что всю информацию по ученикам могут без проблем предоставлять классным руководителям. А значит, учитель никаких связей с отцом не имеет и никакого требования попасть в А-класс не было. Просто математичка уже который год обучает бесперспективный класс D, но хочется куда-нибудь повыше, посолидней, то она и решила воспользоваться подвернувшимся шансом. Короче говоря, с этого момента ГГ перестает тянуть класс на вершину пищевой цепочки и даже с Куроидзавой прощается. Больше никакие приказы отдавать не будет, миссия выполнена, дальнейших звонков ждать не стоит. Но если что плохое случится, от слов не отказывается, так и быть, экстренно выручит, поможет, конец связи. Из кринжового Рюин, оказывается, до сих пор переписывался с анонимным аккаунтом и все-таки понятия не имеет, кто такой этот самый кукловод, дергающий за ниточки. От того подозрения уже идут вообще на всех, и методы в ход идут тоже всяческие. Я бы даже сказал, крайне осуждаемые, показывать вам всего я, конечно, не стану. Единственное, что нужно знать, объектом негатива опять и снова оказалась Куроизава. Но она тоже ничего, неплохо держится, сдавать ничьих имен не собирается, почетно, уважаемо, молодец. Но вы же не думали, что все вот так вот просто закончится? Вот именно. Поэтому ГГ позвал учителя, чтобы за всем проследить, так еще и Манаба умудрился заманить на свою сторону с условием, что поможет младшей сестре Пятиглазого попасть в студсовет. Ну и после как все приготовления выполнены, представляете, началась фатальная резня. Челы вообще не выкупают, как такое может быть, но на практике реально может. Кадров много, анимацию завезли, хореография присутствует. Короче говоря, 2 сезона копили деньги ради одной серии. Как итог, Рюин повержен, даже в конце испугался. Но Киётака, что-то говорить, даже бровью не повел, ни единой эмоции не испытал, тупо выполнил работу по ручному отбиванию теста. Поздравим! Между тем, если вдруг еще помните, есть какая-то влюбившаяся в ГГ особа. И вот она хочет, чтобы дружба стала чем-то большим, так еще и в канун Нового года, так еще и чтобы Куроизава помогала каким-нибудь советам. Ну пусть все помогает. Тем временем Харикита поговорила по телефону с братцем и пока что отказалась от должности в совете. Только это, во-первых, пока что, а во-вторых, вообще не важно. Куда интереснее то, как авторы накопят денег на анимацию следующего сезона, ведь видите, смотрите, клиффхенгер. Горемычный встретился с Рюином, чтобы обсудить дальнейшие мемы и схемы по части проблем классов. А Янакоджи, представляете, даже не против, чтобы его одноклассники поднимались все выше, только вот сам планирует оставаться наблюдателем, ведь иной надобности нет. Зато неразрешенная проблема есть. Сами знаете, гниль на Кикио никуда не делась. А значит, естественно, уже подготовлен план, согласно которому в следующем сезоне Д сначала поднимутся до С, а потом с треском провалится обратно. Вот. Что до двойного свидания, закончилось все ничем. Влюбленную отвергли, и то ладно. Зато влюбленность Куроизавы теперь однозначно точно ясна и понятна. Причем все ведь специально доведено до точки кипения с последними звонками, ненадобностью, помощью в самый последний момент, и вот это все. То есть, если не поняли, Киётака вырастил себе покорную, полезную и подходящую пешку, готовую выполнить любой приказ, каприз, пожелания. То есть, опять же, если вдруг не понимаете, ГГ до сих пор тот самый маленький ребенок в белой комнате, так и не научившийся чисто по-человечески контактировать с человеками. Такая вот мораль сей басни. Пока. Ребята.